Когда я смотрю на эти цветы, то становлюсь очень злая. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что это очень редкий дендробиум. Вот так вот он называется. Дендробиум Avrils Gold. Редкий, знаменитый. Должен быть. Я сражалась за него на аукционе. И заплатила огромные деньги. Огромные по его реальной стоимости. Ну, вот такой вот он, покрытый бактерицидными пятнами, пришел. Ну, это ладно. Я понимаю, что у хозяина не было хорошей вентиляции, не было много солнца, достаточно солнца. Вот он такой. Ну, такой и такой. Он себе рос, я его кормила, поила где-то около полгода после покупки. И вот он зацвел. Сейчас я покажу фотографию, расскажу историю, что это за гибрид и как отличаются цветы, которые получились у меня, от тех, за которые я заплатила сумасшедшие деньги. Ну вот картинка с eBay. Прямо вот на данный текущий момент 7 ставок, $36 уже. И еще 6 дней впереди аукцион будет проходить. Цена, сами понимаете, дойдет до гораздо большей цифры. Вот по этой фотографии, именно у этого продавца, я не буду показывать его имя на eBay, ничего такого. Каждый сам может найти, в принципе. Вот по вот этой именно фотографии я купила это растение. И можете посмотреть, что других вариантов нет. Вот. Вот само растение. Маленькое еще. И вот его цветы. То, за что вы платите. Никакой лотереи, никаких других вариантов здесь не представлено цветов. Вот что вы покупаете. Правильно? Что вижу, то и покупаю. Так должно быть на eBay по правилам. Правильно? Если ты знаешь, что растение цветет этими цветами, ты ставишь фотографию и фотографию самого растения и продаешь его. Тогда это законно. Ты знаешь, ты обещаешь людям вот такую правду. Никак не может быть иначе. Если у тебя варианты, значит, ставь варианты. Ставь разные фотографии. Нет, их нет разных. Каждую неделю происходит то же самое. Каждую неделю продается вот такое растение за бешеные деньги. Хорош, не правда ли? Вот еще. Он продал раньше, я сохранила. Вот, пожалуйста, цена. Никаких вариантов. Он продает чистый, настоящий Avrils Gold. Никакой лотереи. No lottery. Это все Avrils Gold. Вот наша австралийская ферма и магазин интернетный по выращиванию этих дендробиумов. И много разных других орхидей они продают. И тут вот рассказывается об этом уникальном дендробиуме. Avrils Gold и Aussie Child. The pink diamond, the black opal, the black pearl of Australian orchids. Розовый бриллиант, черный опал, черная жемчужина австралийских орхидей. Конечно, это уникальное совершенно
творение, как было получено. Вот что скрестили, взяли родителей таких, как Ozzy Child и Speciosum. Что такое Ozzy Child? Вот он, Ozzy Child. Где Ozzy Child и Dendrobium hildepoxum на Ozzy Spectrum. Ozzy Spectrum, Dendrobium pita на Speciosum. Dendrobium pita фликери на Falcarostrum. И hildepoxum это Dendrobium tetragonum на Dendrobium Speciosum. И вот такие вот цветочки. Ozzy Child, как был получен. Вот тоже вариант. Avrils Gold Pumpkin Pie. Вот у меня больше, наверное, Pumpkin Pie. Но тут цветы большие, 6 сантиметров. У меня цветы, наверное, 3 сантиметрика всего. Вот еще разновидность Avrils Gold Copper Pot. Медный горшок. Вот. Какая прелесть. Ничего такого, ни одна из этих разновидностей у меня не получилось. Все разновидности. Вот какой этот Pumpkin Pie, наверное. Не правда ли красиво? Ну, а это человек, который выводил эти все знаменитые сорта орхидей, наших дендробиумов. Ну, вот это Cosmic Gold называется. Hengsk Cosmic Gold дендробиумы. Красивый, конечно. Красивый, желтый такой. Может, у меня будет что-то похожее. Ну и представил бы человек фотографии разных вариаций этого Avrils Gold, что может быть в пятнышко, в красное, а может быть просто желтый. Ну, я посмотрела бы, как много ставок бы он получил. Так он же этого не сделал, значит, это вранье. Я так думаю. А вы как думаете? По первым цветочкам было понятно, что это не знаменитый Avrils Gold, потому что там нет этих красненьких пятнышек, веснушечек в этой росписи. И они не такие уж желтые. Ну, такой себе заурядный дендробиум. Ну, душистый, как любой кросс со спешиозумом. И я написала злое письмо. Зло, но вежливо. Что я еще пока что не контактировала eBay, а прислала ему фотографии реальных цветов и сказала: вы же видите, что это не Avrils Gold. Давайте решим спор полюбовно. Вы мне просто вернете такую-то, такую-то сумму. Даже не потребовала всех денег. Он мне ответил, что, ну, это Avrils Gold. Просто цветы могут отличаться от тех, что на фотографии. Это ведь лотерея. Они могут быть другие, но за настоящий Avrils Gold вы бы заплатили, начиная от $500, 2500. Продаются такие деленки. И это очень дорого. Позвольте, тогда я написала, если вы продаете лотерею и используете фотографию знаменитой орхидеи, то это подделка, это ложь и подделка. Вы не имеете права использовать эту фотографию. Тогда поставьте вот такую вот фотографию, и пусть люди покупают. А аукционы, я вам должна сказать, идут регулярно, каждую неделю. Он продает по баснословной цене вот такое вот растение с фейковой фотографией. Вот так я ему ответила, что это фейк, это ложь и подделка, но он больше не ответил, а просто не стал возвращать никакие деньги. Я пошла опять на мой уже добрый оставленный отзыв полгода назад и оставила второй. Можно оставить второй, Following Up.
отзыв. Написала, что это фейк, что это подделка, ложь, не покупайте, заплатила сумасшедшие деньги. Не знаю, как это ему навредит, потому что это дело прошлого, это на какой-то там 4-й или 5-й странице его отзывов, мой негативный отзыв, и это просто ничего не исправит. Никто это читать не будет, но так как у меня есть канал на YouTube, я вот сделаю это видео, именно предупреждая людей, которые сейчас участвуют в аукционе, которые заплатят 100, 200, 300 долларов за вот это вот растение, что они получат, скорее всего, вот такие вот цветы. И нужно думать, прежде чем платить эти деньги. Так сказать, будь разумен, будь осторожен. Не доверяй фотографии, потому что это ложь. Это самая настоящая ложь. Если бы он продавал деленку, я ведь ему так и написала во втором моем письме, вы продаваете деленку за 2500 долларов с этой фотографией, и я ее куплю и буду знать, что я получу цветы с вашей фотографией, а не подделку. Да, я контактировала eBay, и они сказали, что уже не действует вот это возвращение денег, потому что 30-дневный срок прошел, и вернуть деньги невозможно. Там можно как-то возобновить какой-то спор, но это все я не хочу делать, потому что понимаю, что это бесполезно. Просто у меня будет этот дендробиум как напоминание о моей глупости и доверчивости. Так что, когда вы платите большие деньги за фотографию еще не цветшей орхидеи, будьте осторожны. Будьте осторожны, потому что реальность может не соответствовать фотографии. Вот как случилось у меня. Если это небольшие деньги, другой разговор. А если большие, то лучше быть осторожным. Такие дендробиумы, вот красная цена ему, 50 долларов, не больше. Вот так вот. Всем всего доброго. Спасибо, что смотрели.